Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Я продолжаю снимать для вас рецепты бюджетных блюд, которые хорошо кушать в повседневной жизни и не стыдно поставить на праздничный стол, что называется и в пир, и в мир. Кстати, плейлист с таким названием вы увидите в описании под видео. Там уже есть несколько таких рецептов. Итак, сегодня очередная закуска – бутерброды со шпротами. Вы мне скажете, что рецептов этих бутербродов со шпротами в интернете великое множество. Да, согласна, великое множество. Но я сегодня хочу снять рецепт бутербродов со шпротами с такой экзотической ноткой. Хотя, конечно, авокадо назвать экзотическим плодом сейчас уже трудно. Его купить можно в любом супермаркете, мне кажется, в каждом городе. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится либо хлеб такой, либо батон, либо багет. Но белый хлеб должен быть. Лимон, авокадо, петрушка свежая, шпроты, чеснок. Давайте вначале приготовим намазку из авокадо. Авокадо нужно разрезать вдоль. И вот так вот покрутить. Очень хорошо отделилось, значит, авокадо спелый. Теперь вот таким образом кончиком ножа разрезать мякоть на кубики. И теперь ложкой аккуратно достать эту мякоть. Вот она хорошо достается. И вторую половинку точно так же. Теперь нужно размять вилкой авокадо. Хорошенько размять для такой вот пасты однородной. Можно, конечно, это делать в блендере, но у меня немного, поэтому я разомну вилкой. Теперь нужно мелко порезать петрушку. Мелко-мелко. Отправляю к авокадо. 2 зубчика чеснока нужно через пресс пропустить. Перемешаю. Так, теперь нужно отрезать половинку лимона. Нам нужно 2 чайные ложки сока лимонного. Попробую выдавить. 1, 2. Посолим по вкусу. Немножко, я щепотку. Поперчим. Перемешаю. Все, намазка наша готова. Теперь нужно приготовить батон. Батон нарезаем на кусочки. Вот так, по диагонали. Немножко, чтобы подлиннее кусочки были, потому что рыбка длинная. Вот сантиметр, шириной сантиметр кусочки. Вот такие кусочки, такой ширины. И теперь эти кусочки нужно подсушить на сковороде без масла. Просто чтобы подсохла верхняя и нижняя сторона. Если у кого-то есть тостер, то в тостере это сделать еще проще. Я это буду делать на сковороде. Так, сковородку поставили на огонь. Ждем, пока она нагреется. Так, сковородка нагрелась. Выкладываю на нее. Повторяю, на сухую сковороду, без масла. Нам надо немножко подсушить с каждой стороны хлеб. Так, уже, наверное, можно перевернуть. Да, немножко подсохло с одной стороны. Вот. Неплохо. Надо поменять местами. Ну вот, пожалуй, все, да. Гренки подсохли с обеих сторон. Снимаем их с сковороды. И нужно, чтобы они остыли. Как только остынут, сразу начнем их намазывать. Подсушенные на сковороде греночки наши остыли. Можно собирать бутерброд. Намазываем аккуратненько нашу намазку из авокадо, чеснока, сока лимона и петрушки. Так, не очень толстый слой, но так, чтобы покрыло полностью. Теперь нужно достать рыбку из банки. Желательно аккуратно, чтобы рыбка не сломалась. И аккуратненько укладываем ее на
кусочек батона или хлеба, смотря что у вас. У меня шпроты крупные, поэтому одной рыбки хватит на один бутерброд. У кого мелкие, тем, конечно, нужно 2 рыбки. Я укладываю рыбку немножко так к одному краю ближе, не посередине, потому что хочу немножечко украсить бутерброды, чтобы они повеселее были. Рыбку положили. Ну и теперь хочется украсить немножко эти бутербродики, добавить цвета. Ну, зеленый цвет, понятно, это петрушка и, возможно, кусочек лимончика. У него такая яркая желтая кожура как раз будет красиво смотреться на бутерброде. У меня 4 бутерброда. Я на 4 части разрежу этот кусочек лимона. Под рыбку пристрою кусочек лимончика и петрушечку. Вот, друзья, готовы наши бутерброды со шпротами. Что хочу вам сказать. Бутерброды имеют такой ярко выраженный, рисковатый, я бы даже сказала, чесночно-лимонный вкус. Если вы не любите, то в процессе приготовления намазки добавьте сначала 1 чайную ложку лимонного сока, попробуйте, как вам. А затем добавьте 2, либо не добавляйте. То же самое и с чесноком. Добавьте 1 зубчик и попробуйте. Я делала видео, естественно, на свой вкус. Мне нравится именно так. Вот такие красивые нарядные рыбки у нас получились. Попробуйте. Я думаю, что это блюдо украсит любой праздничный стол. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Желаю всем красоты, здоровья, счастья. До встречи на моем канале.